Belink GT King Pro, версия 2021 с Wi-Fi 6 на канале Технозон. Поехали. Давай. Открывайся. Па-бам! Belink приехал к нам наконец-то. Вот такой вот красавчик. Знаете, уже всем полюбившийся дизайн. Некоторые его критикуют за то, что здесь черепушка на главном экране. Некоторым он очень нравится, мне в частности нравится. Но чем он отличается? Отличается он наличием Wi-Fi 6. В принципе, особо ничего другого не сделали, кроме того, что здесь еще и процессор 2.2. Все тот же M-Logic S922XH с лицензиями Dolby Audio и DTS Listen, о чем говорят надписи вот здесь вот снизу. И они прям этим гордятся. И плюс здесь есть наличие ЦАПа, который, да, выводит через вот этот вот 3.5 порт высококачественный звук до 192 кГц 24 бита. В принципе, что интересного в данном ТВ-боксе? Вернее, возможно, вы его вообще первый раз видите, поэтому мы пройдемся по интерфейсам. Есть у нас подключение аудиоинтерфейса, есть у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит, HDMI, SPDIF, разъем питания, кнопка включения-выключения, которая сюда мигрировала с мини-компьютеров. Есть у нас на торце два USB-порта 3.0, есть разъем для TF-карт, еще у нас два порта USB 3.0, спереди у нас есть панелька такая интересная, еще там светодиодик горит. Слушайте, ну достаточно интересная коробка. 4х64 конфигурация. Разъем, у нас есть питание, вот такой вот блок питания, есть HDMI кабель, есть у нас аэромышь, вот такая вот G10S без подсветки, хотя в принципе неплохо, я вам скажу, редко кто кладет аэромышь в комплект. И есть у нас карточка, они дают microSD карту с Core Elec, это система, которую сразу можете вставить, и он загрузится из Core Elec, будет вам счастье в виде предустановленного Core Elec на данном Belink GT King Pro 2021. Что интересного, не тротлит, не греется, классный Wi-Fi порядка 400 мегабит, при этом у него опять же 5.1 звук DTS и Dolby, воспроизводит отлично 4К контент, торренты, он тягает все, что хочешь. То есть эта штука работает действительно очень и очень круто. Что еще понравилось, наличие root прав дает возможность установить AFRD и будет у вас полноценный автофреймрейт, плюс есть Samba сервер, встроенный прямо в прошивочку, и вы можете в принципе сделать себе неплохой Samba сервер, подсоединив сюда SSD диск, и мы это обязательно проверим, как работает Samba. В остальном всем ссылки в описании под видео, сами посмотрите, сколько он стоит. Я считаю, что стоит он нормально, вот видите, как они акцентик делают Wi-Fi 6. Я считаю, что стоит он нормально для такого прикольного ТВ-бокса. На него есть также уже прошивочка Android TV. Мы выпустим обязательно дополнительный выпуск про прошивку Android TV для данного ТВ-бокса версии 2021. Но вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. А мы пойдем его потестируем еще и, кстати, поиграем на нем обязательно, очень интересно. Ну и принимайте участие в розыгрышах. Это я говорю тихо, потому что не хочу отдавать Sony PlayStation 5, а ведь мы его на момент съемки этого видео сейчас разыгрываем. Ребята, и ссылочка на условия очередного розыгрыша лежит вот там вот внизу в описании под видео. Ну что ж, переходим. Стандартный Belink интерфейс, уже все его давным-давно знают. Если мы пойдем с вами в настройки, увидим, что 5 ГГц роутер у нас подключен. Это AX3600 на текущий момент. Настройки устройства. Об устройстве GT King Pro, версия Android 9, стандарт Wi-Fi 6. Видите, как они подчеркнули, бедненькие. Хорошо, хранилище у нас, видите, 56 доступно из коробки, из 64 все остальное система, больше здесь смотреть нечего. Droid Settings у нас по дисплею есть, разрешение он поддерживает от 480p до 4К, 2К SMPTE. В принципе, при подключении к Dolby Vision телевизору здесь появляется еще Dolby Vision пункт, но Dolby Vision он не поддерживает ни при каком раскладе. SDR to HDR вы можете включать или отключать, HDR здесь абсолютно рабочий. Хочется сразу перейти к DRM-инфо и обратить ваше внимание на то, что в данном ТВ-боксе есть Widevine CDM L1, то есть здесь у нас, правда, нет HDCP, ну сейчас у нас нет HDCP 2.2, но есть L1, вот как-то так. Есть ClearK от Google версии 1.1.
Но пока подключено к моему сейчас рекордеру, и поэтому 2.2, возможно, мы не получим, хотя непонятно, есть здесь 2.2 или нет HDCP. В AIDA 64 мы видим, что это Beelink GT King Pro 4х64, есть Bluetooth, центральный процессор, на секундочку, 2,2 ГГц, то есть высокопроизводительные ядра Cortex A73, 4 ядра которых по 2,2. Это его выгодно отличает от старой версии Beelink GT King Pro, когда он шел 1,7 ГГц. По 12-нанометровому техпроцессу выполнен наш процессор. За отображение отвечает у нас Mali G52. Сеть у нас, видим, connection speed в 1000 мегабит, но обязательно проверим, что он у нас покажет. Температурные датчики у нас есть. Температура сейчас в состоянии простое 32 градуса. Из кодеков есть все необходимое. Само собой, здесь нет AV1 кодека, но AV1 здесь и не нужен. Здесь есть у нас, в принципе, все, что необходимо. В частности, VP9.2 поддерживает абсолютно без проблем. Начинаем тестирование сетевых модулей. И 5 ГГц через спид-тест у нас показывают. Ну давайте, удивите нас. Это 280-270 мегабит, но это через спид-тест. Не то, что мы все знаем, что спид-тест не особо способен раскрыть Wi-Fi 6 из-за много потока. Это, кстати, Wi-Fi 6 удобен для просмотра торрентов. Вот давайте мы сейчас в Magic iPerf попробуем посмотреть максимальную производительность этого всего действия. На внешний мир, на сервер в Амстердаме на 60 потоков мы запускаем наш тест через iPerf 3 и смотрим, что у нас получится. 419 мегабит было в пике, а так у нас 380, 320, 394, 343, ну средний это будет где-то 350 мегабит. В принципе 362 на 359, в крайне неплохие показатели. У нас есть LAN RJ45, мы подключаем LAN RJ45 на 1000 мегабит. У нас сейчас подключено к Ethernet. Давайте включим с вами спид-тест и стартуем наш Ethernet LAN RJ45. Через спид-тест он показал 590, 600, 700 мегабит. Хорошие показатели, вкрай хорошие. Поверьте, тут можно самбо-сервер поднимать, если у него есть самбо-сервер, а он у него есть, то можно поднимать неплохой серверок для закачки торрентов. Так, и 300, 400, 500, 600 на отдачу. Отлично. Тестируем 2,4 ГГц, смотрим. Тесты проводятся на роутере Xiaomi AX3600 и получаем с вами достаточно неплохой тест в 87-90 мегабит. Отличный результат, но, опять же, повторюсь, это на MU-MMO роутере, а мы знаем, что здесь тоже есть MU-MMO технология, то есть при наличии хорошего роутера данный Beelink будет показывать хороший результат. И прошу не жаловаться те, кто имеет какой-то дешевый роутер и пытается выжать из него по максимуму. Это, к сожалению, невозможно, потому. На данном этапе мы тестируем скорость доступа к SSD-диску, который подключен через USB 3. Также нам интересен момент скорость копирования памяти для определения его скорости в качестве быстродействия в играх, то есть и в торрентах в том числе. Это очень сильно имеет и играет роль, вернее. Что мы имеем? 155 мегабайт в секунду прямого чтения. Для фильмов это очень отлично, это 1240 Mbps, вы можете просматривать абсолютно любой контент, и, кстати, можно даже запросто здесь поднимать самбу, потому что действительно хороший показатель. И 22,16 гигабайт в секунду скорость копирования памяти, а это более чем отличный результат. В данном случае это присуще DDR4 памяти. Больше этого я видел на NVIDIA Shield TV Pro, где было 2,5 гигабайт, и на Yugus AM6 Plus, там тоже 2,5 гигабайт. Мы с вами включим плавающее окошко температурное, для того, чтобы провести тест тротлинга, вернее его отсутствие. В данном случае у нас на текущий момент у нас температура 38 градусов простое. Мы с вами должны проследить за ядрами, вернее за их частотами. Нас график сейчас вообще не интересует. Нас интересует частота процессора, дабы она не падала на весь момент теста. То есть мы видим здесь 2,2 ГГц везде. Мы стартуем, переходим вниз.
Давайте стартанули, перешли вниз. Сейчас работают низкопроизводительные ядра. Все, низкопроизводительные у нас упали, работают верхние по 2,2. Пожалуйста, не 2,2 ГГц. Они так и должны работать. Если они упадут хотя бы там до 2,1, 1,8, 1,7, это уже будут говорить о тротлинге. На ядра первых двух, вернее на первых два ядра энергоэффективных не обращаем внимания. Нам это не интересно, потому что это энергоэффективные ядра. Сейчас он работает на 4 высокопроизводительных ядрах. Ждем. Ну, смотрите, уже достаточно долго мы тестируем. Мы сейчас дождемся, конечно, окончания теста, но могу вам сказать, что 2,2 ГГц держится. Температура поднялась до 57 градусов, но вы не должны забывать, что может быть в контенте при проигрывании, при задействовании GPU, либо в играх, либо VPU в самом процессоре, когда задействуется, то у нас может быть температура немного выше, чем в этой синтетике. То есть 57 градусов это может быть не потолок, который мы видим. Но я как бы прогнозирую, что будет 60, максимум 65, что я могу добиться здесь в течение пары часов проигрывания торрентов. Итак, температура была 62 градуса, как я и говорил. График, ну, здесь мы внизу смещались, график абсолютно зеленый, и у меня не вызывает вопросов данный тротлинг-тест. 2,2 ГГц держалась, у нас была максимальная производительность 107-102 джипс, 104-745 средняя. И это нормальный показатель для 922 процессора, хотя тоже, опять же, не самый максимальный. Вот как-то у Белинка какой-то вот компромисс. Не минимальный, не максимальный, температура не самая низкая, но не высокая, то есть все среднее. И это, в принципе, неплохо. Когда выдерживается стандарт середнячка, то это неплохо. Давайте с вами теперь будем тестировать мультимедийные возможности. Я думаю, что мне достаточно запустить обыкновенный фильм, но не обыкновенный, 68,7 гигов, допустим, тот же самый Gemini, 4К, 60 FPS, HDR, и мы видим, что он проигрывается просто идеально. При этом он проигрывается с автофреймрейтом. Ну, здесь автофреймрейта не будет, потому что 60 на 60 не клацается, но если мы запустим фильм 24 кадра в секунду, то мы с вами получим абсолютно идеальный работающий автофреймрейт. То есть мы можем здесь спокойно, вот сейчас я перемотаю немножечко, вот, пожалуйста, мы перематываем, все воспроизводится без тормозов, без фризов. Вот, пожалуйста, перемотали. Идеально, просто идеально. При этом это все дело в HDR. Отлично. То есть мы из жесткого диска, как и прогнозировали, можем проигрывать все, что угодно. По аудиоинтерфейсам, по 5.1 звуку у нас есть Dolby Digital Plus. То есть мы, когда включаем у нас Dolby Audio, у нас работает Dolby Digital Plus. Dolby True HD у нас работает как простой Dolby Digital Plus, тоже сам, вернее, как простой Dolby Digital. Dolby True HD у него нет. DTS у нас работает как DTS 5.1 ядро, то есть у нас есть лицензия DTS Listen, и DTS HD Hi-Res тоже будет работать как простой, и тот же самый DTS HD Master будет работать как простой DTS 5.1 ядро. То есть, но 5.1 звук здесь есть в качестве декодирования, потому что здесь есть лицензия на ПРЦ, именно Dolby и DTS. Это отлично. YouTube 4К 60 FPS тоже отыгрывает абсолютно отлично, при этом он еще и поддерживает декодирование YouTube HDR. Как мы видим, SMPTE 2084, BT 2020. Просто идеально. Просто идеально. Я сколько не гонял YouTube на своем HDR телевизоре LG, у меня не возникло тоже никаких сложностей и проблем. Ни одного дропа у меня не появлялось. То есть проца температура низкая, тротлинга нет, производительность высокая, и его хватает абсолютно для всего. То есть вы можете здесь просматривать любой контент. Смотрите, что мы с вами получили. Мы с вами поиграли с жесткого диска, мы с вами поиграли YouTube. Мы можем с вами проиграть еще, допустим, 4К IPTV телевидение. Вот мы включаем 4К Ultra HD кино на IPTV. Работает. Давайте просто попереключаем, вот даже без монтажа, и вы посмотрите, вот давайте туда-сюда мы попереключаем эти самые 4К каналы, и вы видите, что это просто-напросто работает практически без буферизации. Ну, давайте сделаем скидку на то, что у нас здесь канал 10 гигабит, ну, на самом деле выдается на него столько, сколько он может взять, то есть мы показываем максимальные возможности. Но 4К IPTV на данном ТВ-боксе работает отлично. Некоторые из вас могут попросить меня показать,
все-таки работающий AFRD. И вот он, пожалуйста, его включил. Вот включился у нас демон включен, да. AFRD у нас в данной приставке работает. Остается проверить. Торрент онлайн какой-нибудь достаточно тяжелый. И можно переходить к игровым возможностям. А давайте с вами замахнемся, как обычно, на какой-нибудь аватар в 100 гигабайт. Вот люблю я гонять аватар 100 гигабайт. Нажимаем поиск. Аватар найден, выбираем торренты, ищем побольше раздающих. Давайте, где там наш 100-гиговый аватарчик? 50. Оу, вот они мои красивые. Ну, с Рутора, 4К, HDR, ремастеринг. Ой, как-то я аж нервничаю, что ли. Давайте, пошел набор пиров. Пиров дофига, нам хватит для проигрывания 4К. О, 10 мегабайт в секунду. Давайте включаем с помощью Vimeo Media Player. Включим сцену в баре, ну вернее дождемся ее, посмотрим, как она пройдет, потому что обычно на сцене в баре уже начинаются фризы на более слабых ТВ-боксах. Заметьте, температура 45 градусов, ребята, 45. А я вообще подвис и сижу, смотрю, не знаю, уже пересмотрел, пересмотрел уже хрен знает сколько, он уже прилетел, я уходил, вернулся, все те же самые 44 градуса, ничего не затыкается, так что 100-гиговый аватар мы спокойненько с вами перемололи, можем выходить. А вот с оценкой игровой производительности у нас случился таки казус, при этом в хорошем смысле этого слова. Когда мы запустили 3D Mark и посмотрели на результаты тестирования, то мы увидели первый раз, когда оба теста iStorm Unlimited и iStorm Extreme получили максимальные баллы. Вот, пожалуйста, iStorm Unsupported, это iStorm Unlimited, он получил максимально, и iStorm Extreme максимально. Я первый раз вообще такое вижу, я вам серьезно говорю. То есть, что они здесь делали в плане оптимизации, не знаю, но то, что это работает, это факт. Давайте попробуем с вами поиграть в нечто тяжелое. И это будет Shadowguns Legends. Здесь мы с вами имеем достаточно плавную графику. Сейчас мы с вами дойдем до каких-то боевых сражений, и там уже поймем. Так, спрятаться надо. Поехали, постреляем немножечко. Слушайте, ну достаточно, стоять. Достаточно приятная управляемость. Давайте, кто тут у нас такой умный? Ничего у нас не фризит, достаточно мощный процессор. Мне это тоже нравится. Так, уничтожить ПВО, отходим. Пошли дальше. Интересно это все дело работает. Где тут наши любимые инопланетяне? Все в порядке. Интересно все это дело работает. Слушайте, ну можно еще попробовать, конечно, какую-нибудь игру типа Асфальта. Асфальт 8 вообще там прогревает очень сильно. Забыл включить. Знаете, что забыл включить? Забыл включить... мониторинг температуры. Давайте мониторинг температуры включим. Так, сейчас у нас 35 градусов, как неудивительно. И поехали обратно в игру. Наблюдаем 38. Сейчас работают у нас высокопроизводительные ядра. Давай, куда нам там? Поехали дальше. Слушайте, ну норм. Вообще норм. В игре 38 градусов. Это очень-очень хороший показатель. Так, а что мы здесь? Будем еще с кем-то встречаться? Ой-ой-ой-ой, а что животинку-то мучаешь? Улучшили, они все-таки прошку улучшили по сравнению с предыдущим, скажем так, со сравнением с предыдущей прошкой, они ее действительно улучшили. Wi-Fi 6 с хорошим показателем, ой-ой-ой-ой, хороший показатель для Wi-Fi 6, ну, правда, не такой, как привыкли мы Wi-Fi 6 там видеть по 900 мегабит на загрузку и на выгрузку, а именно такой среднячковый показатель в 400, делает, ну, оставляет приятные впечатления. Слушайте, миссию мы выполнили, можно, в принципе-то, выходить. Давайте очистим все и попробуем, что у нас, асфальт установлен. Ну что, асфальт 8 загрузился, и температурка у нас действительно держится достаточно низкая, не доходит даже до 50 градусов. Никаких фризов, тормозов я не замечаю вообще, к слову, вот совсем. Поэтому нас это не волнует, этот момент. На этом можно играть в Android TV игры. Но не забывайте, что абсолютно все игры, которые есть в маркете для телефонов, они могут не пойти на данной приставке. И зачастую люди там, я вот купил для того, чтобы играть, например, там в Call of Duty, там, ну, Call of Duty это мобильная игра, она не подразумевает под собой каких-то там совершенно других вариантов
в управлении. Слушайте, норм вообще. На геймпад отклик отличный, input лага практически нет. Ну, допустим, он, конечно же, есть, но если сравнивать с игровыми контролями, с игровыми консолями, но то, как это выглядит сейчас на этой приставке, мне очень нравится. Хорошо, выходим. Напоследок я вам обещал разобраться с Samba сервером. Вот у нас есть сервер архива. Давайте включим. Имя NetBIOS Beelink. Username зададим, например, Технозон. Так, задали пароль, логин и включаем наш Samba сервер. Ну, он, в принципе, должен уже работать. Давайте пробовать на нашем смартфоне. Увидит ли он Samba сервер. Для этого мы зайдем в Explore. Давайте Explore. LAN и просканируем. О, а он его увидел, Beelink. Он сразу увидел Beelink, чтобы вы поняли. А нет, не то. Давайте добавим сервер, нажмем поиск. Beelink не тот, оказывается, это вообще другой Beelink был. Вот у нас второй Beelink есть, 31195. Имя пользователя вбиваем то, что мы ввели. Ввели пароль и нажимаем сохранить. Попробуем на него зайти. Все, он работает. Пожалуйста, у нас есть доступ к нашему Beelink с вашего смартфона, например, с компьютера. То есть вы при подключении сюда жесткого диска можете работать нормально с Samba сервером. Но, как мы видим, Samba сервер теперь виден и в моем Windows. Давайте введем все те же самые учетные данные. И мы зашли с вами на Samba сервер мою. Давайте подключим сетевой диск. Все это теперь выглядит именно как сетевой диск. Просто вы теперь доступ к вашему мини-компу, вернее не мини-компу, а ТВ-боксу осуществляется именно таким образом. Выводы таковы, что в текущих реалиях iMlogic S922X или в данном случае XH будет актуален еще очень много лет. И такая коробка покупается с заделом на 5-6-7 лет. С учетом того, что он действительно качественно сделан, собран он неплохо, у него Wi-Fi 6, у него хорошие показатели скорости работы, он тягает тяжелые торренты, у него есть 5.1 звук. Ребят, я считаю, что это достойное приобретение к вашему телевизору, и мы его действительно рекомендуем, и он войдет в один из наших топ-5, которые будут буквально уже через некоторое время после публикации этого видео. Ну что ж, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!